Приветствую вас, мои друзья! Этот рассказ вряд ли посмотрят владельцы Lamborghini. Свои видео я делаю для таких же автоманьяков, как я сам. Если вы думаете, что выхлопная система на Lambo чем-то отличается от выхлопной системы на обычный семейный седан, то вы заблуждаетесь. Заверю вас, все одно и то же. Те же глушители, те же катализаторы, возможно, качество компонентов другое, но не более. Принципы построения любой выхлопной системы одинаковые. Я продолжаю рассказ про мою работу по постройке выхлопной системы на Lamborghini Gallardo. Я делаю тихий выхлоп на громкую тюнинговую систему, уже установленную на этой ламбе. Основной задачей было сохранить громкий режим и производительность выхлопа, при этом сделать возможность ездить спокойно и тихо. Чтобы решить все эти задачи, я решил сделать управляемый выхлоп с вакуумными заслонками. Диаметр основной магистрали выходной системы составляет 60 мм. Вместо стандартных катализаторов в этой машине уже установлены спортивные. Далее стоит тюнинговая крутая итальянская банка. Я должен сохранить эту систему и добавить в нее тихую составляющую. Почему именно сохранить? Да потому что эта крутая банка и так стоит как чугунный мост, и владелец ламбы сказал ее оставить. Ну давай, заводи. Блин, у меня уши чуть не вогнулись внутрь. Места для размещения двух магистралей нет, поэтому я выбрал банки Джумбра с одним входом и двумя выходами. Про качество этих глушителей я уже показывал в первой части этого рассказа. Ссылочка, как всегда, вот тут и внизу в описании. Вход у этой банки 63 мм. Громкий выход по прямой также 63 мм. А второй тихий выход 50 мм. В громком режиме весь поток проходит по прямой, без задержек, без изменения звука. А при закрытии заслонки перекрывается выход из глушителя, и весь поток проходит через перфорацию по всей банке и выходит через 50-мм второй выход. Изначально владелец ламбы хотел сделать по 2 насадки с каждой стороны, но физически без модификации кузовных деталей это не получается. Мешает часть заднего каркаса. В результате решено делать выхлоп с выходом в штатные насадки заднего бампера. Итак, у меня есть тюнинговая банка и 2 насадки в бампере. В этих условиях мне надо сделать дополнительный тихий тракт выхлопной системы. В основной магистрали я ставлю вакуумную заслонку. Диаметр этой заслонки я выбрал 76 мм. Это больше, чем сечение старого выхлопа. Увеличение диаметра на выходе перед насадками усилит звук, а также гарантированно сохранит беспрепятственный проход выхлопных газов даже с учетом всех изгибов трассы. Есть 2 варианта расположения глушителя. Первый – это 2 входа в банку, тихий через набивку и громкий по прямой трубе. И при этом 1 выход. Такой вариант можно посмотреть в моем видео про выхлопную систему на Nissan Z350. Второй зеркальный первому. 2 выхода из банки и 1 общий вход. Принцип распределения потоков такой же, но вся разница в возможностях разместить заслонку. Если не позволяет место разместить заслонку между насадкой в бампере и банкой, то идем по первому пути. В данном случае места до банки нет. А за банкой, хотя его и очень мало, но оно есть. Поэтому банку я ставлю именно так. 1 вход и 2 выхода.
Заслонка в тихом режиме перекроет прямоточную трассу, и весь поток направится через глушитель в тихий выход. Диаметр тихой трубы 50 мм и еще задушит звук. А на выходе переход в основную магистраль с расширением до 76 мм добавит немного басовитости. Хотя в данном случае V10 не нуждается в особых извращениях со звуком. Даже прямой кусок трубы в этом моторе звучит красиво. На ограниченном пространстве надо разместить банку большого объема и клапан-заслонку для переключения режимов работы выхлопной системы. Все эти устройства надо соединить трубами. Прямые участки выхлопной системы я делаю из 1,5-мм нержавеющей трубы. Для поворотов я использую 90-градусные гибы. Эти гибы сохраняют внутренний диаметр на всем протяжении изгиба. В отличие от секторных поворотов, в таком построении длину извилистой трассы можно полностью приравнять к прямой. Но чем больше диаметр трассы, тем больше радиус имеет изгиб. Разместить такие изгибы в ограниченном пространстве сложно, но возможно. Также большим бонусом будет правильный свод двух труб в одну. Этот свод должен направлять дополнительный поток в основную магистраль без препятствий. Конструкция за счет этого усложняется в производстве. Ее можно собрать только в определенной последовательности, а сварить и подавно только по плану. Первым делаю свод тихого участка, следующий идет заслонка, она стоит вплотную с банкой, и обварить магистраль по периметру можно только в снятом виде. Затем выходы на насадки без крайнего поворота, которым в конце можно будет скорректировать центр труб и насадок в бампере. После всех процедур макет готов. Почему же макет? Да потому что сейчас конструкция нужна только для того, чтобы выполнить самую важную задачу, а именно попасть выходом будущей выхлопной системы в насадки, установленные на бампере лампы. Бампер установлен, и добро на продолжение работ получено. Теперь есть 100% уверенность в выполнимости задуманного. Настал момент, когда можно создать соединение центрального резонатора и банок с боковыми заслонками. Один 90-градусный гиб, нарезанный на 2 по 45, четко соединяет глушители. Это соединение будет собираться с помощью V-бант хомута. После того, как готова одна банка, можно зеркально построить вторую. Пока все соединения поставлены сваркой на точке, но геометрия при этом практически такая же, как после полной сварки. Теперь, убедившись, что все зазоры со всех сторон одинаковые, можно поставить в очередной раз задний бампер. И, конечно же, опять все снять, чтобы окончательно сварить. Первым надо приварить отвод тихой магистрали к выходу после заслонки. Потом их к самой заслонке. Потом обварить переход выхода из банки в заслонку. Следом обе стороны от заслонки приварятся к глушителю. Собрать, конечно, все можно и вместе. Обварить это вполне реально. Но зачем? Когда правильный алгоритм действий позволяет собрать пазл качественно, обварив каждую его часть отдельно.
итоге все швы обварены, кроме одного. Это конечная часть перед насадкой. Ее положение направляет поток в насадки бампера и будет выставлено после окончательного крепления всех узлов. А сейчас по тому же плану быстро собираю зеркальную вторую банку. Не менее быстро дела идут с центральным резонатором. Чтобы V-бант фланца не повело во время сварки, я собираю всю конструкцию и свариваю все оставшиеся соединения. Такая замысловатая конструкция получилась в итоге. Когда заслонка закрыта, все выхлопные газы проходят по узкой тихой магистрали. Открытая заслонка без препятствия дает пройти отработанным газом наружу. И теперь надо закрепить все части выхлопной системы в штатные места на кузове лампы. Кстати, все финальные обварки швов я делаю с дополнительной подачей аргона вовнутрь трубы. Для этого я одеваю силиконовый патрубок со штуцером подачи инертного газа, закрываю все выходы скотчем или фольгой, в зависимости от близости выхода к нагретому участку, и делаю отверстие для выхода газа в нужном направлении, чтобы не создавалось давление и сварочная ванна не взорвалась изнутри. Умелые сварщики говорят, что нет смысла в этих заморочках. Но вот тут визуально видно эффект. Шов с обратной стороны. Он такой же ровный и гладкий, без окалины, как и со стороны сварки. А вот тут небольшая точка с окалиной. Это прихватка, которую я делал без дополнительной подачи газа. Таким, как эта точка, мог быть
весь шов изнутри. Кстати, надо будет шлифануть фрезой эту точку. Не люблю я, когда внутри что-то торчит лишнее. Но вернусь к креплениям. Центральная банка изначально была закреплена только на нижние крепления, хотя у нее были и верхние. Но, видимо, мастера посчитали, что и так держаться будет. А я же перестрахуюсь и создам все крепления. Снизу надо сделать лапки с возможностью регулировки, чтобы выход выхлопа всегда был четко направлен на насадки бампера. Сверху я делаю ребра жесткости, чтобы снять нагрузку с боковины корпуса глушителя. И закладную под верхнее крепление центральной и боковых глушителей. Штатная лапка крепления теперь получит свой функционал. Вместо того, чтобы держать воздух, она в новой конфигурации закрепит все три банки между собой. Выхлопная система полностью готова. Дополнительные резонаторы с вакуумными заслонками позволяют создать тихий режим работы выхлопа, при этом не изменит его характеристики в громком режиме с открытыми заслонками. А видео о том, как это все работает, смотрите у меня на канале. Ссылки, как обычно, внизу в описании, ну и, как всегда, вверху. А я же попрошу поддержать мое творчество лайками, пишите комментарии, это мотивирует меня на создание новых видосов. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.